Сегодня 8 марта. 8 марта. Что же подарить своей любимой женщине? Что же ей подарить? Может быть, розу? Нет, это банально. Розы? Нет, одно и то же, тоже банально. А может быть... подарить ей сразу город роз? Миллион алых роз. И так еще, чтобы лавандовые поля рядом были, озера в окружении горных вершин. Но разве есть в Турции такое место? Эх, кто бы мне подсказал? Есть такое место в Турции. И ты рядом с ним живешь. Но давай сначала мы с тобой поиграем в города. И ты начинай. Пусть будет Минск. Мне на К. Караганда. Так, мне на А. Афины. Спарта. Спарта? Нет, такого города не существует. Ты обманываешь. Еще как существует. Пойдем, я тебе про него расскажу. Давай, это очень занимательно. Но только давай в формате видеоролика. У меня находится город Спарта. Прекрасный город в самом центре Анатолии, который славится... Славится чем? Мераба! Мы снова в пути. На этот раз мы в самом романтичном городе Турции под названием Спарта. Он славится производством розового масла. Мы находимся на розовой плантации рядом с городом Спарта. Вы не можете наблюдать всей этой красоты, которую мы рекомендуем вам увидеть воочию, если вы будете в Анталии, в Денизли, просто в Турции, где-нибудь рядом со Спартой, или вдруг преднамеренно прилетите в Спарту, пожалуйста, пришлите нам ваши фото. Эх, розы цветут в мае. А что еще есть посмотреть рядом со Спартой? Озеро Гölcük. Gölcük? Gölcük. Озеро... Small lake. Small lake. Сзади нас находится озеро Gölcük, которое в Турции называется маленьким озером. Ну, насчет озера и дитя, это не точно. Просто это то, что есть в моем небогатом турецком лексиконе. Но озеро само потрясающее. Одно из редких кратерных озер с уникальной, чистейшей водой. Но, конечно же, опять сюда нужно ехать поздней весной или в летнее время, чтобы насладиться, потому что погода диктует свои условия. Как тебе погода? Ладно, пойдем в телефон. Погода нас определенно не радует сегодня. Но, тем не менее, есть в этом какой-то флёр романтики. Недалеко от города Спарта также расположена деревушка Куучак, которая славится производством лаванды. Вокруг нее много лавандовых полей, и сезон их сбора начинается где-то в июне, а мы вот сидим и любуемся на лавандовые поля на упаковке влажной салфетки, которую нам дали в кафешке, потому что погода нам испортила все наши планы. А что еще есть рядом со Спартой? Может быть, не летом, так чтобы посмотреть можно было? Точно, гора Давраз. Более 2000 метров над уровнем моря с замечательным горнолыжным спуском. И если вы любите сноубординг, лыжи или вообще зимние виды спорта, то здесь есть трассы от синих до черных, подходящие как и для профессионалов, так и для новичков в сноубординге или в горнолыжнинге. А мы опять же сидим и любуемся на курорты Давраза, на этикетке, на упаковке, из-под влажных салфеток. Еще рядом с городом Спарта, всего в 40 километрах от нее, есть озеро Эгердзир, одно из самых больших озер
Турции с одним из самых инстаграмных поинтов, локаций, видов. Это известный полуостров озера Эгердир, который уходит прямо в самую глубь озера, даруя нам прекрасный вид. Еще там есть постройки византийской эпохи. И вот мы по традиции сидим дома и любуемся на это замечательное озеро на упаковке для влажных салфеток, которые нам подарили в кафе. Спасибо кафе, что распечатали на своих упаковках красивые виды этого замечательного города. А что привезти в подарок с собой из этого замечательного города? Или подарить любимой, если погода испортила ваши планы? Есть такие свечки ночной работы в форме розочек. Разных вариаций. Есть натуральная вода с розовая вода. Что это? Она в другом же оформлении. Лавандовая вода. Соль для ванн с лавандой. И вот здесь вот все можно взять. Пробуем? Это лукум из розы. Вот тут у меня пробует. Угу. И вот тут такую красоту еще делают. И все это с розой. Или из розы. То есть, по сути, вот тут письманье. Покажи нам. Угу. Какие-то волосы с розой. Очень странно. Посмотрим. Мы взяли вот такое. Мы Подарок взяли, а набрали. себе. Вот то, что здесь не хватает, можно увидеть. Это мы забрали. Есть с орешками. Даже с лепестками. Есть кофе. Подожди. Что есть? Есть кофе с лавандой. Он молотый вот в мешочке. И такой аромат. Еще есть кофе с розой. Кофе с розой. А где ты ел кофе? А вот там сзади тебя. Действительно. Угу. Ну что, мы возьмем подарок? Есть еще кофе с Пашей. Паша кофе. В общем, лаванду, розу я понял, Пашу не понял. Паша, если тебя держат в заложниках, моргни 2 раза. Я, конечно, никогда не подмечаю таких деталей, но вы просто посмотрите на этот фонарь. Это же не фонарь, это произведение искусства. Музей ковроткачества и росы Беспартия тебя встречает на входе, помимо того, что вход бесплатный, тебя встречает вот еще лукум из розы. Угощайтесь. И здесь можно, в принципе, остановиться и зависнуть, потому что ты можешь брать, сколько захочешь. Можно прям зачерпнуть горсточку себе в карман. Можно, правда? Конечно. А еще вот здесь вот стоит не антисептик, а как одеколон или туалетная вода с розой. Ты вот так вот берешь и просто. Лаванда, розы, горы, озера. Все это, конечно, потрясающе. Но нам пора улетать и заканчивать этот выпуск. Удачной дороги! Встретимся в пути! Блин, 8 марта. О, и что вообще за дичь мне снится?